Здравствуйте, друзья! Я рад вас снова приветствовать на канале Веселые инженеры. Сегодня мы поговорим про дистанционное образование. Насколько оно актуально в сегодняшних реалиях и можно ли выучиться, в принципе, стать хорошим технарем, инженером, техническим специалистом по дистанционке. То есть, не посещая университета, техникума, а выполняя самостоятельно какие-то задания. Напоминаю, что дни YouTube, к сожалению, наверное, будем надеяться, что нет, но они сочтены, поэтому переходите в мои социальные сети, это Яндекс.Дзен, Телеграм, ВКонтакте, подписывайтесь обязательно, чтобы нам не потеряться. А мы продолжаем. Итак, друзья, что же такое дистанционное образование? Ну, естественно, само название уже говорит, что это обучение на дистанции. У такого образования есть свои плюсы и безоговорочно есть свои минусы. На сегодняшний день, с той ситуацией, которая сложилась у нас в мире, будем так говорить, что в мире сложилась такая непростая ситуация, особенно будет актуально и востребовано дистанционное образование. Давайте поговорим о плюсах, то есть плюсы дистанционного образования. Это, естественно, обучение на дистанции. Опять же, образование такое намного дешевле, потому что не привлекаются, по идее, не привлекаются никакие преподаватели, конечно, если вы не проходите какие-то семинары. И вы можете сами выбирать удобный график для образования, для учебы, то есть можете совмещать с работой и даже независимо от местоположения вашего на планете Земля. Можете его прекрасно совмещать. Это 3 основных плюса. Но есть и, конечно, минусы. Один из самых главных, пожалуй, наверное, самых жирных минусов – это проблема в том, что надо иметь хорошую самоорганизацию. Что я имею в виду? Самоорганизация – это нужно заставлять себя проходить какие-то обучающие курсы, заставлять себя делать практические задания. Поверьте мне, очень тяжело, когда вы работаете именно в таком плане, приходите после работы, и вам надо изучить какой-то материал, а еще, и не дай бог, как говорят, что-то сдать, потом какой-то экзамен или выполнить курсовой проект, то, конечно, вам тяжело заставить. Вы постоянно откладываете на завтра, себя заставлять это весьма тяжело, проще кого-то другого заставить, чем заставить себя. Вот самоорганизация – это, наверное, самый большой минус такого образования. Еще один из минусов, что зачастую, получая самообразование или дистанционное образование, вам не с кем проконсультироваться. Я напоминаю, что ты можешь всегда ко мне обратиться за консультацией. Я не консультирую бесплатно, могу ответить на несколько вопросов, но извините, у меня нет времени консультировать всех бесплатно. Если у тебя действительно серьезный вопрос, обращайся, будем обсуждать, как нам с тобой контактировать. Вот это тоже минус, что некому обратиться порой, не у кого спросить, потому что не всегда все понятно, то, что вы проходите. Еще один из минусов, что иногда вы начинаете проходить дистанционное образование у людей, откровенно не владеющих материалом. Это получается так, что вы вроде бы тратите время, получаете какие-то знания, а на выходе вы не имеете никаких знаний, которые вас выгодно отличают на рынке трудоустройства. Итак, давайте сейчас разберем самый главный вопрос. Можно ли стать инженером, технарем, каким-то техническим работником на дистанционном обучении? Скажу вам так, я истинно верю, что это возможно. Если есть несколько факторов, которые должны совпасть. Первый фактор – это вас должна увлекать эта профессия, вам должна нравиться само направление, возможно конструирование, возможно металлообработка или заготовительное производство. То есть бывает такое, что вы поработали где-то и вам понравилось, то есть вы работали в другом статусе и вам захотелось стать инженерно-техническим работником, и вам действительно понравилось, тогда я уверен, что у вас обязательно все получится. Самоорганизация должна быть очень четкая. Скажу вам из опыта, если вы хотите чему-то научиться, то обязательно делайте это каждый день в одно и то же время.
и определенное количество часов. Допустим, час каждый день или 2 часа раз в 2 дня. Составьте себе график. Каждую неделю пытайтесь что-то изучить. Составьте какой-то план на месяц, на квартал, но не больше. Где-то полгода это максимально, что вы можете себе расписать график. Первый месяц, второй месяц будет тяжеловато. Но потом поэтапно у вас пойдет уже конкретно, и вас будет увлекать сама идея того, что вы обучаетесь. Есть, конечно, и минусы такого обучения, что вы можете обучаться, но, к сожалению, вы не получаете никакого документа, подтверждающего то, что вы прошли обучение и стали техническим работником. Я верю, что в тех реалиях, в которых мы сейчас живем, уже совсем скоро диплом не будет играть сильную роль. Будет играть именно сами знания. И вот тут очень важно получить качественное образование, даже дистанционное обучение с сертификатом, без сертификата, но главное, чтобы у вас были достаточные знания. Как ты считаешь? Обязательно напиши в комментариях. Не забывай подписываться на мои социальные сети, не дай бог закроют YouTube, потом меня ты уже не найдешь. Всего хорошего. Пока-пока.